Ну, в общем, молодежь смелая. Мне приходится рассказывать о каких-то специальных секретах при съемке в такую погоду. Но я думаю, что сегодня эти секреты для всех понятны будут, потому что достаточно посмотреть на то, что вокруг. Ну и существует какое-то, наверное, обоснование этому. Привет, друзья! Итак, я решил выбрать сегодня фоном, видите, такой шалаш. Почему? Потому что сейчас идет снег, удивительная пора. Я надеюсь, что эта атмосфера будет вам передаваться. Сейчас 15:38, до захода еще достаточно времени, чтобы что-то показать. Фувионыч себе сам устроил снег сегодня. Но сегодня, видите, у меня сегодня Фувионыч серый. Я думаю, что она мне поможет снять сегодня зимний пейзаж. Видите, в каком я месте? В лесу. Снимаю интересное короткое видео, не знаю, что получится, но пока вот хитрый ракурс сделал вот это дерево с нижней точки. Пришлось тут постараться. У меня сегодня, видите, легкий штатив, поэтому мы сегодня идем в Лахту, точнее уже здесь. Снег лег на кору, очень красиво, поэтому если вы снимаете пейзаж зимний, особенно когда идет снег, у вас есть масса преимуществ. Ну, надеюсь, что видео не будет скучно. Надеюсь, меня будет слышно и видно, чтобы вы увидели, что снег действительно идет. Это не Фувионыч его создает там что-то, хотя иногда он это тоже делает. Но вот сегодня, видите, повезло. Я думаю, что повезло, потому что найти такую погоду с таким освещением, и видите, сегодня удивительное небо, которое позволяет сделать массу всяких интересных арт-приключений с Фувионычем. Подписывайтесь, смотрите. Ну и несмотря на то, что у меня стоит низкая частота, я надеюсь, вы эту атмосферу сможете оценить, поскольку время действительно интересное. Снег идет. Видите, какая дымка. Здесь даже можно посмотреть, дымка около вот этого сооружения, так называемая. Дымка очень сильная, поэтому можно что-то даже поснимать в это время. Ну и пытайтесь найти что-то интересное. Я думаю, что мы сможем что-то с вами вместе сделать, чтобы как-то это все оживить. Друзья, за моей спиной место, где я сделал не один кадр, и многие из них 3 или 4 попали в Explore ленту Flickr, поэтому мы сейчас в снежном варианте Юнтова. Записал много слов хороших, но так и ничего и не получилось, потому что не выключилось. Ну, замерзает техника, конечно. Так вот, техника Colored, яркая одежда спортивная, техника
контраста за счет того, что белый снег, черные деревья, ну и, собственно говоря, фигуры, которые здесь появляются, так или иначе. Можно сделать это внезапно, как, например, сейчас. То есть, ну, для этого нужно убрать всякие отсрочки, для того, чтобы пользоваться камерой уже в полной красе, как говорится. Сделать что-то такое интересное. Не знаю, насколько получится, но во всяком случае вы это видите, что этот процесс, он непрерывный. Я поднял ISO до 640. Несмотря на то, что я в кадре, я за кадром сейчас, так что я здесь, никуда не пропал. Ну вот, собственно говоря, точка, с которой я снимал. Если вы смотрели мои видео с Вячеславом, мы снимали стерео, потом снимали здесь весной, летом, осенью. Ну, настало время здесь поснимать зимой. Все по-другому совершенно выглядит, контрастные тени, желтый цвет камыш, поэтому для монотона это оптимальный вариант. Ну, если черно-белый занимаетесь, конечно, это лучшее время, наверное. И многие фотографы, в том числе и Америка, Европа, это время считают самым лучшим для съемки в монотон. Я здесь нашел интересный объект, который, я думаю, что с помощью Сигмы подобного техники вы сможете сделать. Здесь вот такая нитка, видите, она покрыта вся инеем. Ну и контровой свет как бы для этих целей, особенно в золотой час, который мы с вами снимаем, это самое интересное. А дальше уже, как оживить кадр, это уже вы сами придумываете. Друзья дорогие, надеюсь, вы поняли, что вечерний мой выход. Мы взяли с собой легкий штатив, поэтому не обязательно что-то тяжелое брать. Для того, чтобы сделать какие-то интересные кадры с фигурами, приходите в Юнталово, и вас непременно удивит местный пейзаж. У меня уже руки трясутся от чего-то. Все видно. Итак, друзья, уже темно, но iPhone, видите, записывает, в отличие от Sigma. Я пришел в то место, которое меня заинтересовало, и вы меня в видео смотрели. Спасибо вам большое. Я вот эту хочу фигуру снять еще раз, которая по непонятным причинам, нужна она или нет, но здесь вот мне мешал куст, поэтому, конечно, хотелось бы ее снять без куста. Что вы по этому поводу думаете? Но я все равно это сделал, ну, несмотря на то, что солнце уже село, сейчас уже скоро синий час будет. Мы все равно продолжим наше путешествие. Как ни странно, вот этот ракурс, который я превратил в некий глаз с ресницами, да, но сами посмотрите, что на iPhone это не так впечатляет, но если вы зайдете в мой Flickr, то наверняка увидите, что здесь получился действительно некий какой-то, как один комментарий мне прислали, суггестив, то есть такой, заставляющий задуматься. Он сейчас уже темнеет, сильно достаточно, но видите, все-таки прелесть этих современных гаджетов в том, что они могут снимать даже при низкой освещенности, без всякой подсветки. Но с подсветкой мы, я думаю, что тоже решим. Снег идет, скрипит, люди ходят с палками. В общем, ребята, красота. Золотой час прошел, начался синий, я думаю, что вы видите это. Обратите внимание, какой свет. Здесь еще на дальнем плане мы видим подсветку. Так что кто занимается ночной съемкой, может тоже разложить
и что-то поснимать. Но я сегодня это делать не буду, поскольку у меня легкий штатив, и вы знаете, что он не удовлетворяет меня в качестве. Поэтому мы перенесемся и придем уже с эндуро, с толстым, с тяжелым штативом. Видите, искусственное освещение в сочетании с фиолетовым, с синим часом дает совершенно другое настроение. Для передачи настроения можно использовать в том числе и вот съемку сейчас в вечернее время. Итак, друзья, вы видите, какой свет. Это и есть синий час, или голубой, как его называют. Больше, наверное, синий час. Есть множество фотографов, которые любят заниматься съемкой именно в это время, поскольку все предметы становятся совершенно другой подсветкой. Ну и, собственно говоря, настроение становится совсем другим. Вот такой свет. С помощью штатива. Ну и сегодня снег идет, сегодня вообще великолепный день для съемки. Аргоновое освещение, или как я называю его, да, оно скорее всего светодиодное, но все равно температура сейчас совершенно другая. Я говорю, люди ходят, по льду не боятся. Я говорю, что опасно ходить именно по этой промоине, да. Но он говорит, что специально проверяет это. Ну, не знаю, я ему объяснил, что я 5 секунд постоял, уже лед начал трещать. Сейчас 4 градуса, потеплело на 10 градусов, поэтому перепады. Да, забыл вам сказать, друзья, пока я сегодня снимал разные видео для вас, я встретил большое количество собачников. Ну и, собственно говоря, большое количество людей с детьми, на санках, на ватрушках. Ну и многие из них, увидев закат солнца, увидев этот золотой час, они останавливались и, короче, снимали это все на телефоны. Если вы смотрите мои выпуски по поводу мобильной фотографии, ну, сегодня вас потрясу немножко. Вы знаете, что какие-то основы я рассказываю, но, собственно говоря, реакция на фотографа, который был сегодня с красным ярким штативом, в красной куртке, в серой кепке, серый Гендальф. В общем, реакция была... Большинство людей проходили мимо, смотрели, но никто не заговаривал, пока я сам не начинал разговор. Ну, об этом вы увидите в другом видео. Итак, друзья, подведем краткие итоги. Вот теперь у меня в руках вездеход, несмотря на то, что он холодный. Но я надеюсь, что я не сильно замерзну сегодня, пока двигаюсь в обратную сторону. Подведем краткие итоги. Что же нужно для того, чтобы сделать какой-то красивый снежный арт? Необходим, конечно, штатив. Если у вас нет штатива, вы можете пользоваться, конечно, приемами съемки с ремня, то, что делает Фувионыч постоянно, или съемки с упором на деревья, еще какие-то предметы. Но я вас уверяю, что даже такой легкий штатив, маленький, компактный, как Сируй, который я использовал, да, сегодня у нас, вот, можно посмотреть, у нас сегодня в стоп. Ну и, собственно говоря, в нем, видите, есть маленький штатив Сируй, который я брал с собой в Турцию. Сегодня он у меня болтается в маленькой сумке Edshop. Ну, собственно говоря, он не занимает много места, но дает вам возможность сделать совершенно фантастические кадры. И вот смотрите, я не знаю, будет ли видно свет, но вот мы сейчас проходим мимо этих промоин, мимо вот этого. И за счет вот этого искусственного освещения аргоновых ламп, смотрите, какой свет интересный. Вот такое сегодня путешествие. Ну, я вас призываю подписаться на канал, кто этого не сделал, чтобы посмотреть еще интересные какие-то видео, связанные с пейзажной фотографией, стрит-фотографией, арт-фотографией. Ну и зимний цикл мы продолжаем. До новых встреч. Фувионыч. Надо быть аккуратным.